Добрый день! Сегодня я хочу показать, как вязать вот такие пинетки-туфельки, украшены бантиком. Я в этих пинетках использовала два цвета, это белый и розовый. Длина подошвы получается 9,5 сантиметров. Для этих пинеток я использовала пряжу Alize Bella. Это 100% хлопок, в 50 граммах 180 метров. И крючком я вязала номер 1,5. Начинаем вязать с подошвы. Подошва у меня розового цвета. Для этого нам нужно набрать цепочку из 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это мы набрали цепочку. Теперь нам нужно набрать 3 воздушные петли для подъема, 2 и 3. Теперь эти 3 петли мы отсчитываем, и вот в 4-ю воздушную петлю провязываем столбик с накидом 1, и сюда же провязываем 2-й столбик с накидом. Далее по цепочке нам нужно провязать 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот мы провязали 16 воздушных петель, и у нас осталась одна воздушная петля. В эту одну воздушную петлю нам нужно провязать 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Эта петелька у нас немного растянулась. Вот мы берем ниточку и подтягиваем ее. И теперь с этой стороны нам нужно провязать 16 столбиков с накидом. Провязываем их самостоятельно. И вот у нас осталась снова одна воздушная петля, и в нее мы провяжем 2 столбика с накидом, 1 и 2, и замыкаем в кольцо этот ряд. Вот мы провязали с вами первый ряд. Переходим к вязанию второго ряда. Для этого нам нужно набрать 2 воздушные петли для подъема. Теперь в первый столбик
провязываем 2 столбика без накида, 1, и сюда же провязываем второй. Следующий столбик аналогично провязываем 1 столбик и повторяем второй. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик. Теперь провязываем 2 полустолбика. Это 1 и второй. Теперь 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дошли до центральных 7 столбиков, и в них в каждый мы будем провязывать по 2 столбика. 1 и второй. Это мы делаем для закругления носочка. Это первая пара. Снова повторяем 1 столбик и второй. Это вторая пара. 1 и 2. Это третья пара. Снова 1 столбик и второй. Четвертая пара. 1 и 2. Это пятая пара. 1 столбик и второй. Шестая пара. И последняя вот седьмая пара 2 столбиков. Теперь провязываем, так как и с этой стороны, 7 столбиков с накидом, 2 полустолбика, 7 столбиков без накида. И далее вяжем 2 столбика без накида по 2, и в конце покажу, как закончить этот ряд. И вот когда уже довязали, в конце, там где мы делали воздушные петли, сюда провязываем еще 1 столбик без накида. И теперь замыкаем второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Далее провязываем 1 столбик. И сюда же провязываем второй. Таких прибавлений всего у нас будет 4. Вот это первое прибавление. Снова 1 столбик. Сюда провязываем второй. Это второе прибавление. Повторяем 1 столбик и второй. Это третья пара. И последняя. 1 столбик и второй. Так мы провязали 4 прибавления. Теперь провязываем 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 и 16. Вот провязали 16 столбиков. Теперь будем провязывать прибавления и чередовать их со столбиками с накидом. Вот один провязали столбик, сюда же провязываем второй. Далее вяжем один столбик. Теперь в следующий 2 столбика, 1 и второй. И так мы чередуем через один. Теперь один столбик, далее 2 столбика, 1 и сюда провязываем второй. Теперь один столбик и 2 столбика, 1, 2. Это мы провязали с вами половину пинеточки. Здесь было 4 столбика, которые мы провязывали по 2. Теперь переходим на вторую половину. Здесь я вам покажу. Мы не пропускаем один столбик, а мы провязываем 2 столбика, так как это середина, и от этой середины мы снова будем отсчитывать. Вяжем один столбик, сюда же провязываем второй. Теперь один столбик. Это со второй половинки, вот считаем, это было первое прибавление, таких у нас должно быть 4, еще провязываем 3. Теперь прибавление, это второе, теперь один столбик, прибавление, провязали 2 столбика, это третье прибавление, снова один столбик и прибавление, провязали 2 столбика. Вот такое закругление получается. Если посчитать все прибавления, то их выходит 8 на носочке. Теперь сюда провязываем 16 столбиков с накидом. И здесь на пяточке провязываем 4 прибавления. То есть по 2 столбика вывязываем из одного. И вот когда повторили такую самую сторону, как вот мы вязали первоначально с вами, у нас остался один столбик, и в него мы провязываем один столбик с накидом и соединяем ряд. Так мы провязали 3 ряда. Теперь вяжем 4. Для этого делаем для подъема 2 воздушные петли и по кругу обвязываем столбиками без накида. И вот таким образом обвязываем по кругу. Всего таких столбиков у нас получится 71. И вот такая подошва у нас с вами получилась. Как вы видите, первый ряд мы будем провязывать так, чтобы сбоку была вот такая косичка, и снизу подошвы вот белым цветом видно такой как стежок получается. Берем подошву, будем привязывать рабочую нить к тому месту, вот где мы отрезали ниточку и где у нас и шли воздушные петли. Для этого вот мы будем захватывать вот в серединку крючок, как бы вот обвиваем столбики нижние на подошве, захватили рабочую нить
и провязали одну и вторую воздушную петлю. Немножечко подтянули. И теперь снова для того, чтобы была вот косичка, прокалываем крючок вот между столбиками. Буду показывать ближе. Вот между столбиками. Захватили рабочую нить и провязываем столбик без накида. Показываю еще раз. Вот между столбиками прокололи крючок. Вот обвиваем его таким образом. Захватили рабочую нить и провязываем столбик без накида. Еще раз показываю. Между столбиками захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Как вы видите, вот получается шовчик вот с этой стороны, и сбоку ложится вот такая красивая косичка. И так вяжем по кругу, и получится у нас 71 столбик без накида. И вот провязали первый ряд. Теперь переходим ко второму ряду. Во втором ряду для подъема сделали 2 воздушные петли, и теперь в каждый столбик предыдущего ряда провязываем полустолбик. Сделали накид и провязываем все эти петелечки вместе. И вот таким образом по кругу вяжем, у нас получится 71 полустолбик. Третий ряд. Снова делаем 2 воздушные петли для подъема и провязываем 71 полустолбик. И вот таким образом по кругу вяжем полустолбики. Четвертый ряд. 2 воздушных петли для подъема и снова провязываем полустолбики. И так провязываем 71 полустолбик по кругу. Теперь будем переходить к пятому ряду. И в пятом ряду вот я уже маркером отметила серединку, там где будем провязывать убавление, для того чтобы носочек вот так закруглился и вот красиво лежал на ножке. В пятом ряду делаем 2 воздушных петли для подъема и далее провязываем 24 столбика полустолбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. Теперь снимаю маркер. И далее для закругления носика будем провязывать убавление, но будем вязать уже столбики с накидом. Провязали один столбик с накидом и второй, и с одной общей вершиной их. Это у нас первое убавление. Снова один столбик и второй. Это второе убавление. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. Девятое. Десятое. 11 и последнее 12 убавление. Вот провязали убавление и далее вяжем полустолбики. То есть вот я покажу в начале 1, 2 и так довязываем до конца. Шестой ряд. 2 воздушных петли для подъема, вяжем 24 полустолбика, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот провязали 24 полустолбика. Теперь будем провязывать 6 убавлений, там где вот уже мы делали убавление. Но я буду захватывать не за верхние столбики, потому что так могут быть вот некрасивые дырочки, просветы, а я буду захватывать вот как в середину этих столбиков. Вот один столбик с накидом и второй я захватываю не за вот эту петелечку, а в серединку. Но вы можете вязать как вам удобно. И второй. И вот мы провязываем
их вместе. Это один столбик, одно убавление, снова один и второй. Это второе убавление, один, два, это третье убавление, четвертое, пятое, и вот шестое убавление. Провязали 6 убавлений. И далее вяжем полустолбики. И так до конца ряда провязываем полустолбики. Вот такая пинеточка получается с закругленным носочком. Теперь переходим к седьмому ряду. В седьмом ряду провязываем 2 воздушные петли. Далее вяжем 24 полустолбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь вяжем одно убавление столбиками из накида. Один столбик с накидом и второй столбик с накидом. Одно убавление. Теперь 2 столбика с накидом, 1, 2 и одно убавление, 1 и 2. Далее провязываем полустолбики. И так вяжем до конца ряда полустолбики. Теперь вяжем 8 ряд. В 8 ряду 2 воздушные петли для подъема и провязываем 16 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
После 16 полустолбика делаем одну соединительную петлю в следующий столбик, и теперь мы будем провязывать вот воздушные петли для вот такой застежки. Для нее мы набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и плюс 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. И таким образом мы отсчитываем 3 петли и в четвертую провязываем столбик с накидом. Это у нас как 2 провязанные петельки. Далее 1 воздушная петля и вяжем. Одну мы пропускаем воздушную петлей и в следующую вяжем столбик с накидом. И так вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь один столбик мы пропускаем. Вот этот столбик пропускаем, а в следующий делаем соединительную петлю и провязываем. Далее 16 соединительных петель. Одну мы уже провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И далее вяжем полустолбики. Таким образом. Далее провязываем полустолбики. Это у нас получается застежка вот на эту сторону, как я вязала в этих пинетках. Но теперь мы будем вязать на другую сторону, потому я это распущу. И покажу, как связать на другую сторону застежку. 16 полустолбиков у нас провязано. Теперь 17, 18 и 19. Далее вяжем 17 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
и 17. Далее набираем воздушные петли, набираем 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Снова 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. В четвертую провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, 1 пропускаем, в следующую провязываем. Итак, вяжем 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Вот довязали 13 столбиков с накидом. Теперь 1 столбик пропускаем, в следующий делаем соединительную петлю и далее вяжем в полустолбике. И так вяжем до конца полустолбиками. И вот связали второй хлястик. Теперь осталось пришить пуговицу, и пинеточка готова. Для этого бантика я буду использовать ту же пряжу, что и для пинеток. Это Alize Bella, 100% хлопок, белый цвет и розовый. И этот бантик буду вязать крючком номер 1,5. Начинаем вязать с розовой пряжи, и для этого нам нужно набрать 25 воздушных петель. И вот так их набираем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот у нас получилась цепочка из 25 воздушных петель. Теперь аккуратненько, чтобы не перекрутить данную цепочку, замыкаем ее в кольцо. Вот таким образом. Так, ниточка немного расслаивается. Так, вот мы замкнули ее в кольцо. Далее делаем 1 воздушную петлю для подъема и провязываем по кругу. И также этот хвостик можем вязывать, его спрячем. 24 столбика без накида. Вот в каждую воздушную петлю провязываем по столбику без накида. И так провязываем по кругу. Теперь вяжем второй ряд. Набираем 3 воздушных петли для подъема. Это у нас столбик. И еще 1/4 воздушная петля. Всего 4. Теперь 1 столбик пропускаем. В следующий за заднюю стенку, вот за 1 петельку, захватываем и провязываем столбик с накидом. Я покажу ближе. 1 воздушная петля. И теперь 1 столбик в предыдущем ряду мы пропускаем. В следующий, вот за заднюю стеночку, и провязали столбик с накидом. Снова воздушная петля, 1 столбик пропустили, и за заднюю стеночку. И вот таким образом провязываем по кругу, чередуя воздушную петлю и столбик с накидом.
Вяжем третий ряд. Сделали воздушную петлю и теперь разворачиваем вязание. Вот я даже выверну на изнанку. И теперь в каждую вот воздушную петлю и столбик с накидом нам нужно провязать столбик без накида, но захватываем за заднюю стенку. Вот захватила за заднюю стенку, провязала столбик без накида. Там, где воздушная петля, тоже за заднюю стенку захватываем и провязываем столбик без накида. И так вяжем по кругу столбиками без накида. Это мы довязали третий ряд. Теперь вяжем четвертый. 1, 2, 3 воздушных петли. Поворачиваем вязание и снова выворачиваем на лицо. С изнанки повернули на лицо. Это у нас столбик с накидом получается. Еще одну воздушную петлю провязываем. И теперь один столбик без накида в предыдущем ряду пропускаем. И через столбик за заднюю стенку провязываем столбик с накидом. Снова воздушная петля. Один столбик пропускаем, в следующий за заднюю стенку провязываем. Воздушная петля, один пропустили, через столбик. И так вяжем до конца этого ряда. Вот мы довязали четвертый ряд. Теперь не разворачиваем вязание, вяжем на лицо. Одна воздушная петля и за заднюю стенку провязываем столбики без накида. Захватываем за заднюю стенку. И вот таким образом по кругу вяжем столбиками без накида. И вот такая деталь у нас с вами получилась. Ниточку розовую я отрезала подлиннее, потому что ней мы будем стягивать бантик. И потом можно этой же ниткой пришить бантик к изделию. Теперь переходим к белой пряже и будем обвязывать по кругу вот бантик рачьим шагом. Вот я взяла нашу деталь бантика, захватываю крючок под петелечку, ниточку эту оставляем, и рачий шаг он вяжется в обратном направлении, не так как вот мы привыкли всегда вязать вперед, а будем вязать назад. И вот отводим крючок назад. В следующую петелечку протягиваем крючок и захватываем ниточку. Вот вытянули петельку и провязали как столбик без накида. В следующую петельку заводим крючок, захватываем рабочую нить, выводим и провязываем как столбик без накида. Еще раз показываю. Вот заводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем. И таким образом вяжем по кругу. Вы можете смотреть по плотности своего вязания. Возможно, для вашей плотности будет очень близко, если ввязывать в каждую, вот под каждую петельку. Возможно, нужно пропустить одну петельку и провязать, вот чтобы они были не очень близко. Но я буду ввязывать в каждую петелечку. И так обвязываем по кругу с одной стороны и таким же рачьим шагом обвязываем по второй стороне. Вот я белые хвостики все попрятала. И теперь взяла, вставила вот ниточку в иголочку.
в розовую, которая у нас была. Сложила деталь пополам. И теперь вот прокалываю иголкой. И посередине нам нужно пройтись вот иголочкой, захватываю одну и вторую деталь. Таким образом вот мы захватываем две стороны детали. Можем даже так вот насквозь прокалывать. Вот так. И дошли до верха. Теперь стягиваем эту ниточку. Формируя бантик. И нам нужно его, вот бантик сформировали. И этой же ниточкой, как можно туже, вот стягиваем посередине. Ну и поправляем вот эти вот беленькие краюшки. И вот таким образом сзади потом зафиксируем все это узелочком. И нам осталось связать вот такую вот беленькую перемычку посередине нашего бантика. Для серединки снова берем белую пряжу, набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь возьмем, померяем, достаточно ли нам будет 12 петель воздушных. Так, ну вот, пока здесь недостаточно, можно еще довязать 2 воздушные петли. Теперь одну воздушную петлю пропускаем и во вторую провязываем столбик без накида. И так по всей цепочке провязываем столбиками без накида до конца. Вот я связала такую полосочку, нить отрезала немного подлиннее, одела ее в иголку и теперь прилаживаем к серединке бантика и с обратной стороны сшиваем. После того, как сшили, так притягиваем все. После того, как сшили, сделаем узелок и спрячем эту ниточку. И вот бантик к пинеточке пришили. И вот такие симпатичные пинетки у нас с вами получились. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!